Друзья, это не стандартный выпуск «Миссис Марпл». Он не про какого-то конкретного человека, а про одну из самых легендарных команд мира – Нави. Мы пообщались с теми, кто создавал Нави, с теми, кто выигрывал с ними их первые крупные турниры, с теми, кто сейчас руководит организацией и ее действующими лидерами. История Нави – это не просто рассказ про конкретный клуб. Это про то, как киберспорт изменился за последние 10 лет. О том, что он дает возможность реализовываться, путешествовать, зарабатывать деньги и, самое главное, быть частью нового, большого мира. История Нави о том, что если любить свое дело, верить в то, чем ты занимаешься, даже если все вокруг говорят, что ты занимаешься ерундой, у тебя все получится. Перед тем, как Нави вообще, даже вот коллектив этот сформировался, я часто организовывал какие-то игры у себя в Харькове. И, соответственно, свою команду, свой микс, я называл Нави просто потому, что я смотрел недавно фильм «Аватар», и Нави — это название племени этих синекожих гигантов с планеты Пандора. Я так и писал через апостроф Нави, не знаю почему. Вот. И в один момент, когда мы уже сделали тот коллектив, который Нави в итоге, который Нави сейчас и является, нам было актуальным решить, как мы будем называться. Я сказал, давайте назовем Нави. Мы с помощью всемирного сайта HLTV.org запустили конкурс на расшифровку аббревиатуры Нави, чтобы это могло обозначать по вашему мнению. И вариантов было больше 1000 комментариев. В итоге выиграл какой-то португалец, который с латиницы перевел «Натус Винсеры» как «рожденные побеждать» и составил аббревиатуру Нави, разделил на 2 слога. Вот так вот получилось очень круто. Мы сейчас находимся, это первый, если можно сказать, офис Нави. Да, у нас там была небольшая комнатушка, буквально, не знаю, может там 4 на 4, 4 на 5 метра. И мы, собственно, оттуда начинали разворачивать всю организацию. Это был я, Олег ПРБ, Андрей Ксео и Серега Зум. Ну, наверняка здесь куча историй каких-то супер странных, интересных происходило. Да, тут как бы было, когда мы приходим в офис, нас принимает СБУ просто. Всех пакуют, да, тут была ситуация, как бы мы просто попали под раздачу, мы находились рядом, но мы просто приходим, а ну-ка так, всем стоят, телефоны положили, все, сядьте, вы куда сюда пришли, что вы здесь делаете? Мы такие, о, полегче, мы там шпилим геймеры, вот там туда, не-не-не, сидеть. Держали нас, короче, запаковали. Да, тут была ситуация вот так вот. И еще долго нервы трепали, но потом все нормально разрулили, как бы все отдали. Комбы сначала хотели забрать, там выемку делали какую-то. Мы такие, а там же вся информация, даже еще никаких там дропбоксов не было, все локально, как бы на компах там, короче. Ну, разрулили, решили нас там, все, ладно, вот вам все обратно, идите гуляйте. О чем ты вспоминаешь, когда слышишь фразу «Первая большая победа Нави»? IEM Masters 2010 год, КСеры. Когда это произошло, очень долгое время мы не могли в это поверить. Это была просто такая искренняя, настоящая радость, непередаваемая. Наши мечты реализовались. И этот год будет в моей жизни всегда знаменательным. Я о нем буду помнить. Так или иначе, это самая значимая, наверное, дата. Было приятно, что парни, с которыми ты начинал в компьютерных клубах, ездил в поездах на какие-то ивенты, где тебе могли не вручить приз, или приз могли забрать чуваки на улице, местные с района. И так было? Конечно. Неоднократно, то было приятно наблюдать, что наконец-то они обыгрывают там шведов, которых
демки которых мы смотрели и молились. Мы явно не были фаворитами на победу, мы явно не были командой, которая вообще должна была в полуфинале быть. Вот. Но когда мы собрались в Киеве на буткемп, мы 2 недели обсуждали, внушали себе, что мы, в частности, я об этом говорил, о том, что мы поедем за победой. На меня смотрели как на сумасшедшего, пацаны, правда. Ну, это АЕМ, 100%. То есть, типа, как бы, с точки зрения, там, это фундамент. Да, потом, конечно, мы начали уже строить один за одним, и потом, конечно, это International. То есть, типа, я могу сказать, что это 2, наверное, формообразующие победы, которые каким-то образом заложили кирпичики, да, в построение команды как организации. То есть, в целом, да, то есть мы поняли, да, что мы можем, мы capable, и учитывая все наши там, как бы, там, не знаю, плюсы и минусы, Украина, там, СНГ, в принципе, может показывать себя круто на международной арене. Это было очень важно. Тут вариантов несколько ответов у многих людей, да, то есть если вы будете общаться, например, там с Эдвардом, либо со Стариксом, у них будет свой вариант ответа, это там Ганновер 2010, финал, который мы с Тафой комментируем, где кейсеры становятся первый раз чемпионами мира и поднимают кубок, вот эта радость, Зерич бегающий, прыгающий с флагом украинским. Для меня это, конечно, Кёльн, это 21 августа 2011 года. Я, стоя босиком, комментирующий финал, прыгающий, матюкающийся в эту гарнитуру, уже с надеждой, что я прямо сейчас ее сорву, вот так брошу на стол. Давай, Конго снимает видео, я не буду снимать. Я не буду снимать, я буду пару. Прыгай, тупей на своем стуле. Когда упал трон, я сказал, все, ребята, я миллион, я побежал к пацанам, бросил гарнитуру и побежал к ним, потому что мне надо было там метров 15 к ним пробежать, и с моего места было четко видно, как они в кабинке обнимаются, как вот и приходит к тебе осознание, что люди не просто выиграли там $1 миллион на тот момент, космические деньги. Их тут хер поймаешь вообще. Они тут все на эмоциях, Дэнди Артстайла подкидывал там, борода, сам понимаешь, $1 миллион. Это как сейчас 100 миллионов выиграть, что они стали первыми в истории реальными чемпионами мира по доте. И пацаны, которых ты знаешь, я не знаю, там всю жизнь, и вот они вот выигрывают, и вот это тяжело передать. Вот момент победы и до момента, наверное, перелета домой, вот эти сутки, это был вот такой один большой какой-то момент эйфории и гордости за то, что наша дота, наша команда стала чемпионом, что вот все эти китайцы, азиаты, которые приехали, американцы, они готовились, но у них не вышло, стали чемпионами нашей. Лучше дня не было. Такой переломный момент в моей жизни, когда непонятная рутина, там, университетская, слэш, там, какой-то работы и так далее, превратилась в постоянные поездки, вот, турниры, чемпионаты, новые знакомства, общение и так далее. И вот потом уже пришло осознание того, насколько был важен этот день. Ну, а тогда просто очередные, там, 5 игр в доту, не 5, 4 игры в доту, потом стоишь с каким-то чеком, потом гуляешь по Германии и считаешь, 5 евро это дорого, нет, я не готов. Вот. Ну и вот такой вот был денек. Это была какая-то эйфория, которая длилась, примерно, может, неделю. Вот. То есть ты так смотришь в небо, смотришь на тучки, и тебе хорошо на душе, тебя все греет. Вот. Ощущение того, что да, ребята, там, мы выиграли. Вот. Ну и, знаешь, ощущение не только просто победы на турнире, а на каком-то мировом турнире. И то, что все-таки это призовой в $1 миллион, который был тогда на то время, такой шаг двери в киберспорт большой, с большими деньгами. У всех были свои теории. У Арстала была теория, что каждую игру, когда мы выиграем, он говорил нам, сколько мы выиграем денег. Не знаю, мы пришли на турнир, вот так знали, что мы по-любому выиграем его. Если честно, вообще никто не верил, то есть, что мы вообще сможем получить эти призовые когда-либо, потому что мы даже когда занимали 2 место на СВЦ, мы за эти $12 000 или 6 даже за 2 место около 9 месяцев боролись, там выбивались, судиться будем там и так далее. А здесь мы даже не верили, что мы выиграли, мы просто понимали, что мы выиграли, обыграли самые сильные составы, которые только были возможны на тот момент, и просто как выиграли чемпионат мира. Но не ощущали, опять-таки, что это будет вот так, будет такой толчок, и для Нави тоже. То есть и реально было ощущение, что мы не можем проиграть. И мы вот так вот играли, у нас был очень сильный моральный дух, мы друг за дружку были, там все было классно. Вот. И
Даже в финале мы там в первой карте решили повеселиться, там набрали героев, не самых, скажем так, серьезных, там Пуджа взяли, вот, проиграли игру и потом ответили победами. Тогда все очень много делали у нас в команде, мы выиграли командой. То есть 5 человек действительно были очень сильные в тот момент. И большое спасибо за Реграйте, потому что мы собирались ехать немножко другим составом на этот International. Он нас фактически заставил взять Пупея и Ласта и сказал, что вот они должны ехать. Мы там даже сомневались, там мы в один момент как бы были на отдыхе, и это все порешал он. Он сказал, блядь, так надо, они очень сильные, вы должны с ними попробовать, вы разъебете. As I remember, like from the first games, you kind of knew Navi will at least play in finals. Like they already played really amazing together and had a very good understanding of the game. The game just came out, like the beta didn't even come out. The game, it was just started, and they were very powerful from the start. So you kind of knew, like it's nearly impossible to stop them. That's how it felt for me as an outsider. So I think the team, they felt very confident. Некоторые люди не понимали, что происходит. То есть это было видно по Сашке, там, Хвосту. То есть он понимал, что он выиграл много денег, но он еще не понимал, что насколько он вошел в историю, насколько вся его теперь жизнь будет связана с тем, что он первый чемпион Интернешнла. Тот же Дэнди, он тоже, он был там маленьким, скромным мальчиком, который, он до сих пор скромный маленький мальчик, да, но он тоже, по нему было видно, что, да, он выиграл турнир, это прикольно, это классно, ему вручает Гейб чек, это классно, но где мой компьютер, я хочу поиграть в доту, то есть по нему это было видно. Дима Лост, это Дима просто Лост, да. Ваня Артстайл, это уникальный человек, который после победы подошел ко мне и сказал, у меня, кстати, есть это записано, Виталя, у меня теперь есть много денег, я теперь куплю Киберарену, уволю тебя и продам Киберарену, Виталя. Это есть зафиксировано. То есть люди, они тоже еще не осознавали, они осознавали, что они заработали денег, но они не осознавали, ну, насколько они вошли в историю киберспорта, в историю украинского киберспорта, СНГшного киберспорта и вообще всего мира. Всего, никто тогда не понимал, что будет там еще интернешнлы, что будут мажоры, что это будут смотреть миллионы, что в это будут играть миллионы. Этого никто не знал. Звонили мне родственники моих друзей, там вот есть один у меня паренек, вот, хороший мой друг, и мама его когда-то нам запретила общаться, потому что я мешал им учиться. Тут она мне позвонила, говорит, ты такой молодец, я так горжусь тобой, всегда я верила, что у тебя все получится. Я говорю, ну да, особенно когда запрещали общаться с вашим сыном, это вот именно так проявляется вера в человека. Ну, очень много людей звонило, именно поздравляло мне, маме и так далее. Мама не верила вообще, я ей написал смс-ку после победы. Мама, я выиграл там столько-то, столько-то. Она знала, что я езжу по турнирам, ну там какие-то там, $100, 200, $1000 на жизнь. Вот она знала, что я вот такие деньги выиграл. А тут я описал ей сумму, и она такая, ха-ха, ну ты юморист. Я думаю, ну блин, смс-ки из Германии дорогие, и я решил, что на вторую мне денег не хватает. Я сразу купил пару гитар, компьютер купил новый и место, где жить. И все. У меня тогда был телефон, вот такой Samsung, типа кирпичик, я не помню, то ли Samsung, то ли что, ну вроде Samsung, черно-белый. Я помню, что я, по-моему, набрал домой, сказал там, мама, там так и так, я выиграл. Мои родные, они следили, они говорят, да, мы в курсе, круто. Вот. Ну, конкретно уже не помню, о чем был разговор, но я набрал, да, со своей мобилы крутой. Все отлично, все очень рады. Выиграли определенную сумму денег, но деньги не главное, конечно же. Деньги не главное, да-да-да. Главное ощущение, которые пережить очень приятно. Конечно, мы сделали свою историю, довольны были этим тогда очень сильно. Но сказать, что прям звезды, тогда дота была другая. Это сейчас, если ты выиграл International, у тебя сразу все, и еще x100. Когда это все закончилось, поднялся вопрос, а что вообще делают, когда выиграл $1 миллион? Типа, что вообще, куда ехать? Такие, я не знаю, как бы, что с людьми делать? Как бы Пупей говорит, ну я бы выпил пиво. Они там разошлись по номерам, кто-то еще в отеле где-то в лобби попил какого-то пива, и на этом все закончилось. То есть, как бы, если это вот смоделировать на то, что происходит сейчас, ну, да. Команда, которая выиграет любой турнир, минор, мажор, это просто пати до утра, движ, счастье. Тогда этого не было. Миллион, что на раз США. Это же чемпионы мира по доте! Когда мы уже должны были возвращаться обратно, мне написал Саша Смоглюк, нынешний главный продюсер Мейнкаста, о том, что, слушай, ну, Нави же что выиграли, давай что-то придумаем. Они организовали этот лимузин, приехало там несколько человек встретить, кто-то стоит с цветами, кто-то стоит, что-то там Нави.
Они там сели в этот лимузин тоже. Понимаешь, люди сели в лимузин, большой лимузин. Никто из них до этого не был ни в лимузине, ни в крутой машине. Они все сидят, они не знают, куда они попали. Кроме Вани Арстайла. Ваня Арстайл в первую очередь так, где тут бар, окей, шампанское, погнали, Виталий, я серьезно по поводу киберарены. Хвост сказал, что на Левобережке будет покупать квартиру, а ты куда денешь? А Денис сказал, что купит мороженое. Где? В Харькове? Грейданешь? Грейдану. Киберспорт не ограничивается только топовыми игроками. Если быть объективными, на сегодняшний день в России существует где-то 2-3 команды, которые действительно можно назвать успешными. И это от силы 15 человек. Тем временем в индустрии работает огромное количество людей. Организаторы, инвесторы, продюсеры, рекламодатели, еще очень-очень много специалистов. И вы тоже можете стать профессионалами в игровой индустрии и заниматься тем, что вам действительно нравится, чтобы перестать спорить с окружающими, которые говорят вам, что игры — это несерьезно. Что если хобби превратить в профессию? Главы больших киберспортивных проектов говорят, что любителей много, но настоящих специалистов на рынке катастрофически мало. Для этого и открылся первый в России факультет игровой индустрии и киберспорта в университете Синергия, где вы можете научиться управлению и созданию мировых проектов в гейминге. Под этим видео я оставляю ссылку на факультет. У вас будет промокод NAVI, который даст вам скидку на любой вид обучения. Неважно, какие навыки вы хотите приобрести, получить высшее образование или пройти программу повышения квалификации, важно, что здесь вы станете профессионалами в той сфере, в которой, казалось бы, раньше просто невозможно было реализоваться. Добро пожаловать в любимую индустрию. Зарабатывать в сфере киберспорта можно и нужно. Работать на больших мировых проектах и с крутыми брендами. Ведь общий объем киберспортивного рынка уже больше $1,5 миллиарда. Есть еще два офигенных, на мой взгляд, момента. Первый. У вас будет возможность стажироваться в крутых киберспортивных организациях. Второе. У вас будет возможность получить международный диплом, учась по программе британского вуза-партнера. В обучение входит профильный английский, и это поможет вам зарабатывать в любой точке мира. Даже если сейчас вы учитесь в другом месте, но по какой-то причине понимаете, что вам это не пригодится, вам это не нравится, университет Синергия поможет вам перевестись из любого вуза. Итак, ссылка в описании. Там вы запрашиваете программу обучения, указываете промокод NAVI и получаете скидку 10% на любое обучение. А мы погнали дальше. Можно ли сравнить киберспорт в Украине сейчас с социальным лифтом, как, например, футбол в Бразилии? Да, вполне. Вполне у нас исторически так сложилось, что государство очень киберспортивное. То есть вот с момента зарождения компьютерных клубов, там 99, 98, 99, 2000, у нас их было 1 миллион, и геймеров 1 миллион, и сейчас украинских геймеров тоже очень много, и в профессиональных командах, и не только в украинских. Киберспорт прекрасен тем, что ты можешь чего-то добиться или куда-то попасть, находясь в своей спальне. У тебя вообще, наверное, одна из самых необычных историй попадания в Нави. Я понимаю, что ты наверняка уже много раз об этом рассказывал, но расскажи еще раз, как это произошло. Ну, сидел я, играл в паблике просто, нигде, ни в какой команде уже. И видел, что на тест Нави брали Седова, там Монзу тестили игроков. Но я сидел с другом просто в Дискорде, он говорит, напиши им, попробуй тоже на тест. Но я говорю, да не, смысл, не попаду. Но в итоге он меня уговорил, я написал другому другу, у которого были контакты Нави, что попросился я на тест. В итоге мне в тот же день добавил игр. Говорит, так и так, сыграть КВшки, составом попробовать. Сыграл я 2 дня, и вот получилось так, что я вот и так и попал. 2 года назад, уже летом,
Он мне сказал, что мама приедет с Киева, и я буду переходить. Меня забирает команда. Я буду в Киеве, Нави. Он нас обрадовал тем, сказал: мама, не переживай, все будет хорошо, все будет нормально. Потому что у нас некоторые трудности были в семье, муж болел, сейчас царство местное, нет его. И он сказал: мама, у меня будут деньги, у нас будут деньги, я заработаю большие деньги будут, потому что я знаю, я своего уже добился и уже добьюсь. Как изменилась жизнь твоя, когда ты стал игроком Нави уже? Полностью изменилось. И, не знаю, все изменилось прямо в жизни. И, ну, не знаю, и в материальном плане, и в игровом очень. Ну, и жизнь по странам поездил, посмотрел, очень круто. Ну, люблю, собственно, что-то, какие-то страны, и вот интересно посмотреть. Все изменилось в жизни. Когда Владос приехал первый раз на буткемп, значит, он же скрытный, ничего не скромный, скрытный, он старается не показывать эмоции и так далее. Следующее утро, ну, то есть вот он приехал, переночевали, второй день. Я спускаюсь там в комнату, захожу, а у него кровать убрана, застелена. Вот. Все, это был единственный раз, когда он это сделал. Вот. Но для меня это говорит о многом. Ну, то есть он еще не знает, как здесь все происходит и так далее. А вот он приехал на буткемп, и уровень его, ну, вот, ответственности какой-то, и насколько он там переживал и так далее, вот этим просто фактом оно для меня все, ну, показало, насколько человек ответственно относится к этому, насколько он хочет и так далее. И насколько он волнуется тоже. Первое, с чем я познакомился в Доте, это были Нави. Я увидел игру. Я играл в CS 1.6, следил за Нави, но про Доту я не знал. Первое, что я увидел, это вот хвост Нави. Меня очень заинтересовала игра. Я начал следить за ней. Ну и больше всего я следил за Нави, потому что только я их знал, по сути. И вот как начал играть на своей позиции, то только за ними следил, по сути. И играл на тех же героях, и, ну и его билды, все копировал у него. И когда он был тренером у меня, он очень сильно меня бустанул. Не знаю даже, как отблагодарить, то есть он очень много сделал. По тебе сразу видно, что ты довольно открытый, позитивный, такой легкий в общении молодой человек. Но это скорее исключение, на мой взгляд, из правил в нашей индустрии, потому что очень много закрытых ребят, у которых просто образ жизни так сложился, что мало с кем они общались, мало социума было в их жизни. А как ты подобным ребятам помогал найти себя в команде? Ведь же были такие же у тебя кейсы? Да, были. Ну, если дело касается меня, то просто с детства я дитё клубов компьютерных, а там так или иначе формируются какие-то у тебя правила поведения, есть какие-то стоп-слова, да, которые ты не можешь произносить. А сейчас для людей все совсем по-другому. Вот. Никто тебе, когда ты сидишь дома, не придет, подзатыльник не даст тебе за то, что ты там кого-то обозвал. И вот. Поэтому немножечко все по-другому формировалось. Ну и когда ты общаешься с большим количеством людей, нет вообще проблем добавить туда еще парочку человек. Поэтому так все и сложилось. Но сейчас, да, я понимаю этих ребят, потому что если бы я не выходил из дома и только в интернете общался, то потом было бы сложно, когда тебе человек говорит. Причем, если одно дело, это тема какая-то там обычная, нейтральная, то еще можно пообщаться. А если нужно именно какую-то конкретную информацию давать, делиться чем-то откровенным и говорить там о своих проблемах, о чужих проблемах, еще что хуже. Потому что, ну вот я лучше за себя буду отвечать, типа, что он там делает, мне плевать. Это вот политика большинства игроков. Ну, не большинства, но какой-то части, да. И вот побороть именно это довольно сложно, потому что, ну вот, если брать Нави, то вот, ну, все, даже в интервью люди обращали внимание, говорили мне, что на первое интервью, которое он давал, Crystallize,
они были совсем скованы, он там не отвечал, то последнее уже он как бы разговаривал, там что-то шутил и так далее. Очень много времени мы проводили вместе, то есть я ему рассказывал какие-то истории, делился впечатлениями, там, когда с нами знакомились какие-то ребята, даже киберспортсмены какие-то, да, там, ну вот из серии подходят к нам Virtus.pro, просто, ну, там подходят ко мне, допустим, и что-то там, ну, болтаем, он сидит ни слова. И они меня, типа, а что он не разговаривает? Я говорю, Влад, что типа такое? Вот пришел к тебе Ромка поделиться с тобой там опытом кэрри. Я говорю, что ты сидишь? Ну, что ты начинаешь? Раз, два, три, а потом он уже сам пошел там и что-то, вот там, типа, ему говорят, там классно на Nike все сыграл. Он такой, да, спасибо, там, ну и пошел уже какой-то диалог. Это все дело времени, но опять же, дело привычки. Как ты попадаешь в какую-то новую сферу, в новый социум, то нужно адаптироваться. Насколько быстро эта адаптация проходит, зависит и от человека, и от его, ну, скажем так, не наставников, а окружения. Моя мама, например, она не может объяснить своим подружкам каким-то или родственникам, чем Маша занимается. Потому что Маша работает в киберспорте, а как ты объяснишь? И я думаю, что когда Влад еще не был профессионалом, еще до Double Dimension даже, вы, наверное, тоже не понимали, что это вообще за индустрия. Вот вспомните, как вы пытались понять вообще, что это за мир такой, да, там, как это спорт профессиональный, это работа, как это возможно. Вот вспомните вот это. Очень трудно было кому-то что-то сказать и доказать, и когда уже он ушел в Киеве, и я знала в реальности, если реально начали идти ему деньги, все, он начал зарабатывать, ну, я в это все, я как бы поверила, что там невозможно что-то проиграть, в любом случае ты зарабатываешь деньги или выигрываешь. И трудно кому-то что-то сейчас взрослым, особенно, ну, так, подругам, там, по работе кому-то, что начинаешь говорить, доказывать, они еще не могут понять. Ну, не понимают они этого. Ну, хотя бы уже за этот год уже привыкли к этому слову киберспорт, уже что-то начали интересоваться, уже даже в таком случае. А еще 2 года назад никто не знал, как бы, что такое. Ну, я говорила, что там он играет. Ну, как играет? Игрушки, стрелячки там играет, и что с него получится? Как объяснить родителям, что киберспорт — это серьезно, это круто? Ну, наверное, проще всего показывать какие-то документалки. Вот вашу, может быть, фильм, который мы снимали про родителей наших игроков. Им тоже всем запрещали играть, прятали провода, выбрасывали компы, не знаю, ругались, закрывали там в комнате. А сейчас, как бы, наверное, все довольны, да, потому что их дети и мир смотрят, и деньги хорошие зарабатывают, а иногда и очень хорошие. И нельзя сказать, что они просто сидят и играют. Это тренировки, это график, это достаточно на таком уже профессиональном уровне сейчас. Ты сидишь каждый день, тренируешься, тебе нельзя пропускать, ну, даже один день, потому что как-то все не так становится. Не знаю, у меня вот не поиграл один день, уже первые игры, мне надо разыграться больше, и все в таком темпе. Тут много ищешь, что-то новое, что никто не использует, чтобы, ну, стать лучше. Это и очень много времени на это уходит, ну, как в любой профессии. Мы трудом физическим зарабатывали свои деньги раньше, а они сейчас умные, умом пускай зарабатывают. Киберспорт — это же будущем, он только начался. Уже тот хоккей, тот фигурное катание такое, уже сейчас молодежь его не смотрит, когда мы смотрели в свои годы, увлекались футболом, хоккеем, фигурным катанием, а сейчас компьютеры. Расскажи, где мы сейчас находимся, что это за место? Это озеро Басівкут по-украински. Люблю прогуливаться здесь, когда, ну, погода отличная, так сверкает красиво, ну, если издалека посмотреть. Ну, приятно здесь. Зачем ты сюда приходишь? Как часто? Когда прогуляться? Обычно, может, перед сном, потому что иногда бывает бессонница. Я, может, думаю, поможет, как-то прогуляюсь, станет полегче, не знаю, может, сон придет хоть как-то. И сюда иду. Помогает? Как когда. То в 5 ложусь, то в 3, то сразу засыпаю. Непонятно. Ты водил сюда девчонок каких-нибудь? Нет. Вообще ни разу? Ни разу. А вообще на свидание ходил когда-нибудь?
То есть вообще все, что касается девчонок, это не к тебе. Нет. Почему Чем так? ему? Не знаю. Ну, Ну, ты на карьере сосредоточен сейчас просто? на карьере 100% сосредоточен. Ну, могу сказать, что не хватает времени, но типа, как отмазка можно больше считается, не знаю. Мгм. Но так и, типа, и есть. Особо нет времени. I don't need recognition. I'm on a mission. I'm paying dues. I'm in position. I'm staying up. It's getting late. You're doing good. I'm doing great. Ни для кого уже, я думаю, не секрет, что и твоя девушка работает в Нави, и твой брат работает в Нави. В целом, да, вся твоя жизнь так или иначе так уже пропитана случайно произошло. этой аббревиатурой Нави, это уже неразрывно с твоей жизнью. Как вы познакомились вообще с Катей? Это в офисе Нави было как-то на работе? Ну, кто-то говорит, ну да, первый раз, когда Катя фотографировала, нет, она помогала фотографировать наш состав, когда она еще там работала, а потом уже на корпоративе, вот в 2019 году, ну, 1 января, ну, чуть раньше, 30 или 31 на корпоративе Нави под Новый год, и там уже все вместе сели за стол и познакомились. Насколько вообще это хорошо или плохо, или там, ну, и не хорошо, и не плохо, когда твоя девушка абсолютно точно понимает, чем ты занимаешься, она вовлечена в это все, и как бы, ну, она участвует непосредственно в твоей там, вот, профессиональной жизни? Мне кажется, это очень хорошо. То есть, когда тебе надо что-то сделать, там, по КС или там, по стратегиям, покидать гранаты или уделить время еще чему-то, то моя девушка меня понимает и разрешает мне это делать, дает это свободное время. Ну, вот по моим ощущениям, сейчас на самом деле Simple — это новый символ Нави. Вот были когда-нибудь моменты, когда он реально мог покинуть команду? Да, не раз. Изначально был момент, когда мы только его купили, у нас начались тренировки, мы выиграли, по-моему, ESL в Нью-Йорке, чуть ли не там, через месяц-два после его присоединения, и с таким оптимизмом смотрели в будущее, потому что вроде как только сделали замену, и сразу уже такой результат, громкий турнир, новый кубок, все такое. Вот. А потом начались у нас проблемы внутри, в составе, и в том числе и связанные с ним, с его характером, с сложностями в том, чтобы себя сдерживать где-то, где надо, вспыльчивости. Вот. И был момент, когда Саня у нас получил, ну, как тогда мы это называли, желтая карточка. У него было 2 турнира на то, чтобы как бы ситуацию исправить. Он отработал как профессионал, и, в общем-то, та ситуация была сглажена. Но вторая история, ее как бы все знают, это трансферный запрос от Immortals, ну, там, Мибров, да, бразильцев. Вот. И действительно, изначально было желание покинуть клуб, и нам пришлось вступить в переговоры. Мы не тюрьма, да, если человек, ну, хочет уйти из Нави, то держать мы тоже не можем, или там хвататься за какие-то пункты вот, контрактные. Но ну, удалось убедить, что у нас потенциал у команды выше. И, в общем-то, так и оказалось. После того, как тебя начали называть лучшим игроком в CSGO и всячески тебя выделять, отношение других игроков к тебе изменилось? Ну, в команде, я не знаю, в команде начали подшучивать, что я лучший. Говорит, лучший, возьми раунд. А вот во всем мире, да, видно, как люди уже по-другому и реагируют в игре, когда они остаются в клатчах. То есть видно, как они допускают очень маленькие ошибки. То есть они психологически думают, что они сейчас проиграют раунд. А в жизни-то нет, я также общаюсь с другими игроками. Но, может быть, кто-то может уже косо смотреть, потому что тоже хочет стать лучшим, не знаю. Тебя долгое время считали, и, может быть, кто-то продолжает считать, ну, очень жестким, очень резким игроком, таким эмоциональным. И ты говорил, что ты работаешь над этим, над своей вот этой вот негативной эмоциональностью, и идут изменения к лучшему. Расскажи, пожалуйста, как ты над этим работаешь и что меняется? Мы выстроили ряд правил, 3 правила, по которым, когда ты видишь эту проблему, видишь, что отдался какой-то вообще нереальный раунд из-за всей вины команды,
ты принимаешь эту ситуацию, ты понимаешь, что все, она уже произошла, и ты пытаешься эту ситуацию сразу забыть и думать о новой. То есть на лан-турнирах это очень важно. Тебе надо успеть договориться во время фризи-тайма, успеть понять идею капитана или тренера. Когда кто-то начинает мошнить, во-первых, время уходит. Мошна — это как погода, я уже говорил, ее нельзя контролировать. И это трата времени, все надо обсуждать после игры, это самое важное. То есть также на тренировках у тебя есть 8 часов тренировок, какие-то видишь ошибки, ты их себе записываешь в тетрадку, заканчивается тренировка, у нас еще там есть полчаса или час обсуждения, и мы обсуждаем эти проблемы, чтобы они больше не повторялись. Но когда они повторяются еще раз, то это злит еще сильнее. И вот это уже посложнее контролировать. А ты когда-нибудь вообще прибегал к услугам и помощи психолога? Как бы личного или командного? Командного, личного, любой опыт. Да, мы сейчас работаем с психологом, и мы до этого работали с разными психологами. Сейчас у нас уже есть Глеб, он с нами каждый день в TeamSpeak, он записывает TeamSpeak, он выполняет 2 работы, записывает TeamSpeak и следит за нашими разговорами. Как только он видит какую-то проблему, ставится пауза, он говорит или команде, что вон посмотрите, типа подбодрите там кого-либо, у него не идет игра, или перестаньте обсуждать это, думайте о новом раунде. Такие вот советы дает, чтобы не забывали. Во-первых, Санин 3 года уже в Нави, учитывая, что до этого больше 3 месяцев он нигде не задерживался, это, наверное, о чем-то говорит. То есть мы как подходим друг к другу, да, и мы много над этим работаем, и личные какие-то отношения, и менеджера, и мои, и там тренера, не суть. И взрослеет человек, соответственно, понимает где-то, что может лучше там не горячиться, может лучше подождать до завтра, да, и принять решение позже. Но однозначно, он растет. Для него очень важно побеждать. Он не может сдерживать эмоции, если команда проигрывает или что-то не так. Но он тому учится. Мы проделали огромную работу по разным направлениям, но по контролю эмоций, по вот этим всем сдержанности, и Саня изменился, повзрослел. Я рад на самом деле играть. Несмотря ни на что, он лучший игрок мира. Это круто, реально. Да. И мы играем с ним вместе, и вот сейчас у нас есть возможность двигаться вперед и попробовать выиграть, может, не знаю. Ну а с Бумычем вы уже успели сыграться? Как тебе вообще этот парень? Да, он очень умен, его коммуникация на уровне, он принимает правильные решения. Его голова очень хорошо работает, и он принимает все подсказки от своих новых тиммейтов. Он старается слушать, что-то у него не получается, но на это надо время. Suddenly goes down and just Boomic. Even Simple couldn't surprise by swinging back out. Low HP on the last remaining player, and Boomic gets them both. That is well played from Boomic. The new boy delivering in a must-win pistol for Na'Vi. Это наш второй офис, в котором мы, собственно, находились после первого. Тут мы решили совместить боевой формат, скажем, буткемпа и в одном здании, и когда мы могли бы просто уже работать и совмещать даже там какие-то рабочие позиции. Собственно, здесь у нас это удалось. Это был офис компании GC Game World. Я знаю Сергея Григоровича, у которого я работал. Он нам предоставил место, скажем так, у него большой офис, он там дальше находится. Тут был вход, собственно, в это здание. И мы там построили небольшой буткемп, и у нас там уже был офис на примерно 10-12 рабочих мест. Пойдем там покажу. Проходная, да? Да. Не пускают. Может быть, вот здесь? Нет? Нет, наверное, просто не работает сегодня. А может быть, вот там. Уже все заменяется. Нет, там все завалено чем-то. Завалено, закрыто. А вот там написано, что там проходной, типа, что нельзя. А может быть, вот тут звонить просто надо и Нет, заходить? это в другой вход. Французский стоматологичный центр продает автомобиль. Нет, это французский стоматологичный центр. Это нам не сюда точно. Увы, мы не попадем внутрь. Здесь происходило, наверное, самое интересное, что мы уже сели игроки с стафом вместе, да. У нас там был даже тренажерный зал. Да ладно, даже так? Ну там это было да, у Сереги в офисе, у него было очень прикольно, там реально были все условия. Там тренажерный зал, можно тренироваться, кухня, курилка, то есть там такое, все уже очень фэнси. У тебя нет мысли, что Бумыч сможет затмить Симпла?
Я считаю, что Саша он очень уникальный игрок. Да, я думаю, что в каких-то параметрах он там, да, стал самым титулованным, самым популярным, там, вернее, самым титулованным игроком за прошлый год. Да? То есть, типа, он в Hall TV рейтинге, он номер 1. Но, как по мне, для того, чтобы затмить его, нужно сначала посмотреть их в бою. Да? То есть, типа, как пока что это, я не знаю, возможно или невозможно, все возможно. Ничего невозможно в этой жизни. Если человек захочет, он сможет. Да? Если вы думаете, что вы сможете, вы сможете. Если думаете, что вы не сможете, вы правы. Все зависит только от Саши и от Бумыча. Ну, то есть потенциал есть у парня? У него он круто очень играет. Это однозначно один из, то есть, я думаю, что в десятке игроков Hall TV это ему обеспечено. Дядя Бумыч, ну это прям, слушай, это сильно. Это машина выходит. Просто вот как в хорошей песне They see me rolling, they hate me. Вот эта история. Мы понимаем, что и Даня там рано или поздно завяжет с играми. У него до тех пор, пока у него есть мотивация, все как бы ок, но мы-то не можем ждать этого момента, когда он там придет и скажет: ребят, все, я все, да. Мы с ним это обсуждали, то есть мы должны готовить какой-то бэкап, да, какую-то почву. Ну вот как раз о новом вашем составе ушел Эдвард, и как ты лично пережил его уход из команды? Мне было чуть грустно, но я понимал, что нам нужны эти изменения, потому что чего-то нам не хватает. Каким-то образом мы проседаем по индивидуальному уровню против других команд. Видно, как они чувствуют другие команды, больше уверенности в своих индивидуальных действиях. Но мне кажется, что мы как бы находились в такой стадии, скажем так, я не знаю, так, стагнация. Да? То есть мы, с одной стороны, в киберспорте и особенно в Counter-Strike, если ты хочешь там, не знаю, оставаться на месте на том же уровне, да, тебе нужно бежать, просто нужно нестись. Мы как бы мы не бежали, мы шли, да, то есть это как бы сильно там демотивировало команду в каких-то вещах, мы проигрывали те игры, те турниры, которые должны были выигрывать, и мне кажется, что это была необходимая замена, да, потому что Ваня, я считаю, что с ним связана просто декада, как бы, декада Counter-Strike, декада там Na'Vi, и это как бы однозначно один из самых сильных игроков. Эдвард снимает двоих, да неужели будет переворот в этом раунде? Давай, Тут давай, еще давай, крадет ну давай! Нейт! Давай, еще давай! Но там Бризи Нам нужен остался. квадрокилл, минута времени есть у Эдварда, чтобы разыграть. Эдвард идет на тупике, и вполне возможно, что Бризи этого нет. И Бризи ждет. Бризи ждет такого мува, и Эдвард! Какие тайминги! Эдвард 1-4 тащит! Это 2000. Ты очень много времени провел в этой команде. Что ты чувствовал, когда ты понял, что придется расстаться с этим клубом? Удивительно, но я почувствовал облегчение. Но это не потому, что я много времени в Na'Vi. Это потому, что Na'Vi для меня это, конечно же, намного больше, чем просто название команды, потому что я стоял у истоков этого всего, я придумал это название. Я был частью того коллектива, который положил начало существованию того, чего сейчас вы можете наблюдать. Поэтому во мне это откладывается внутри. Но Na'Vi — это очень разное понятие на протяжении всего моего времени. Составы команды менялись. Атмосфера в команде была разная. Коллектив изменялся. Подходы менялись. Очень много всего изменилось, и поэтому сказать одним словом или одним периодом обозначить я это все не могу. Это очень разные периоды. Я чувствовал себя не на своем месте, это правда. Я чувствовал себя не на своем месте, я знал, что меня что-то грызет внутри. Я долго не мог себе признаться и ответить искренне на этот вопрос, почему и что же это. Хотя чувствовал на самом деле правильно, я чувствовал, знал правду. Вот. И облегчение я почувствовал просто потому, что это наконец-то произошло. Что все, я двигаюсь дальше, я продолжаю развиваться. Я чувствовал застой на протяжении очень длительного времени. Counter-Strike уже давно стала старше, чем некоторые игроки, которые в нее играют сейчас. Вот ты остаешься одним из тех олдов, скажем так, которые на профессиональной сцене показывают хороший результат. Как удается давать отпор молодым, которые напирают? Секрет в том, что им не надо давать отпор, их надо принимать. Их надо интегрировать в себя. Как ты сейчас и делаешь, получается, да? Как я сейчас и делаю, да. Я был и там, и там. В один момент я вдруг понял, что я был и молодым, наглым, напористым, идущим, сметая все на своем пути.
В то же время я уже был и рассудительным человеком, который может сравнить и другую жизнь. Мы геймеры, мы асоциальны, мы не живем полной жизнью, потому что нам приходится жертвовать многими аспектами своей жизни ради того, чтобы уделять время игре. Мы много тренируемся, и мы не знаем, что это значит жить по-другому. Большинство из нас, кто начинает играть в юном возрасте, они пропускают, я в жизни пропустил выпускной, у меня нет школьных друзей. Да, конечно, не у всех, как у меня. Ну, допустим, я же только со своей колокольни могу рассуждать. Я все это пропустил. И когда-то в определенном возрасте я это начинаю восполнять, компенсировать. Вот. Могу сравнивать с позиции того, что да, вот ребята молодые, они совершенно иначе мыслят, а я вот уже более грамотно мыслю, они делают что-то неправильно, они не смотрят на эти вещи так, как смотрю я, но это мое большое заблуждение. Ведь с позиции опыта, с позиции зрелого человека, ты, как старший, должен на их уровне с ними взаимодействовать. Если он не может в уровне своего понимания того, что происходит вокруг, приблизиться к тебе, опустись к нему, будь благородным, опустись к нему и поговори с ним на его языке, попытайся что-нибудь объяснить. В Украине появился интернет игровой первый в 2007 году. В 2007 году, вдумайтесь. А команда М19 из Санкт-Петербурга выиграла чемпионат мира в 2002 году, если не ошибаюсь, или первом, втором или первом. То есть и уже у них были как бы зарплаты, поездки, спонсора. У нас просто не было интернета. Мы тут как бы в глуши вообще полно сидели. И когда мы приехали в 2004 году на Asus Cup, это был там престижный турнир СНГ, мы прошли на него отборочно, мы очень долго не могли на него попасть. Мы смотрим эти фотографии, мы реально стоим такие вот, знаешь, там в каких-то вот свитерах, какие-то из 90-х, какие-то с фингалом, какие-то зачуханные, ну такие ужасные какие-то люди, малыши, просто какие-то сандали с носками, ну знаешь, ну вот такой пипец, да, то есть вот приехал, и никто нас не знает. Ну, как знаешь, это как сейчас какая-то с деревни кто-то приехал. Это то же самое. Мы приехали в Москву, покорять Москву. Вы с Эдвардом одно время жили вместе в одной квартире в Москве. Расскажи, пожалуйста, за что вас оттуда выселили? Это был, 2008 год. Мы играли за команду Virtus.pro. У нас там снимали квартиру на Митино где-то около 2 лет. Ну, выселили на самом деле нас, потому что хозяин в течение 2 лет ни разу не заходил в квартиру. А квартира, она, к сожалению, ну это правда, она превращалась в какую-то свалку, потому что был полный трешняк, мы были с Ваней не самостоятельными людьми и не понимали до конца вообще, как управлять квартирой. Вот. У нас, я помню, там зимой пошел в ванну, там стоял огромный такой вообще умывальник. Я вот так вот локтями на него повис, он упал, поломался пополам, и вот так он до конца и лежал. Потом в квартире был чуть ли не пожар такой, там сгорела еда, я заснул пьяный, и Ваня нас спасал, он будил меня утром, все в дыму, все горит, и, короче, ну это вот я в книге об этом рассказывал, реально могли умереть, то есть если бы не он, как бы, и вот эта вся гарь по всей квартире, она, окна пооткрывали, но она вся там, на линолеум, на стены, все это повисло, и она не проходила до тоже последнего дня. То есть заходил в квартиру, уже вроде как бы все выветрено, но все равно чувствовалась такая вот запах такой гари.
Ну и в таком формате. Еще из смешных историй, я помню, как мы решили сэкономить деньги, и Алексей Колесников посоветовал нам заказать кровать. Нам нужно было кровати в эту квартиру, когда мы только селились, с Икеи. Вот. И ему предложили, что приехали мастера, собрали их сразу, на что он сказал, мы переплачивать не будем, я соберу сам. Начал собирать, не нашел пару гаечек, и все, и на 1,5 года мы засунули все кровати на балкон и спали там на матрасах. Вот. И потом был дотер один, кстати, многие его помнят, Вася его звали, я забыл его никнейм, Эдвард знает. Пик был такой, что мы уехали на чемпионат в Америку на СВЦ, Васю оставили, а там и так был уже трэшняк полный в квартире, а Вася еще решил там устроить вечеринку, когда нас не было. И соседи пожаловались, и приехал хозяин, когда это все увидел, он, конечно, офигел. Причем он сказал, либо платите мне $5000 за ремонт, за все, либо забрал наши вещи, все в такие баулы, сказал, вещи вам не верну. А там, знаешь, зимние куртки, какие-то костюмы, там все подряд вообще. Вот, ну, как-то так. Я никогда бы не мог подумать, что это будет таким. Я бы точно знал, что будет очень крутым, большим и, огромным, но не таким. Ну, то есть, типа, что мы рубились на, знаешь, 24 бутылки пива. Это было хо-хо-хо-хо. Не на жизнь, а на смерть бой. Никто не играл за деньги, никто не играл там за какие-то там, за популярность, играли там за честь, понимаешь, за славу рубились. Большинство игроков сторонятся всячески медийки, избегают ее, говорят, что им это не нужно. А ты, напротив, да, очень продвинулся в этом направлении, у тебя свой канал, ты активно это все развиваешь. Почему это полезно, почему это нужно тебе? Вот расскажи. Всем привет, друзья, это Даня Зевс. Сейчас мы находимся у меня дома. Когда я почувствовал, что если я сейчас, грубо говоря, меня уберут из Нави, то я буду никем. У меня не будет, грубо говоря, ни медийности, ни социальных сетей, потому что все, что мы делали в тот момент, вот всю медийку, все, что мы развивали, это все принадлежит Нави. И по факту я понимал, что сейчас это произойдет и все, то есть как бы у тебя ничего нету. Я начал понемножку сам как бы двигать себя, как пытаться развивать свой бренд, скажем так, да. И по чуть-чуть, а когда я увидел, что это с каждым разом все больше хайпится, все больше как бы интереснее становится людям, не знаю, они подписываются, они следят там за мной. Как бы, я понял, что я могу, грубо говоря, быть и отдельно без Нави в какой-то момент. То есть могу там двигаться уже с какой-то аудиторией там, в 15-16 годах. Ну, собственно говоря, для меня это в первую очередь вот так выглядело с самого начала, что я понял, что если я не буду этого делать, то в какой-то момент может так произойти, что ты останешься без ничего. Как ты относишься к тому, что игроки сейчас понимают важность развития личного бренда и занимаются этим? Я считаю, что это один из самых основных параметров, да, который должен вообще быть там, ставить во главу угла, собственно, любого успешного игрока, это то, что его личное развитие как личности, его как развитие как бренда должно стать чуть ли не, наверное, не краеугольным камнем во всех его киберспортивных начинаниях. То есть я считаю, что это большой плюс, и если игроки уже видят себя изначально базово, как не только чувака, который круто жмет кнопки, но который может круто дать крутое интервью, может пообщаться с фанатами и запромоутить спонсора, вот это мега респект. А каким ты видишь будущее Зевса, когда он закончит карьеру? Зевс? Это будет писатель, он будет сидеть на берегу океана, как старик и море, и писать книги. Нет, я не знаю, на самом деле. Я вот жду его первую книгу, хочу очень почитать. Парочку с автографом. Но думаешь, есть у него потенциал, например, построить вокруг себя клуб? Нет, конечно, у каждого есть потенциал. Просто я считаю, что в СНГ клуб это невыгодное, вообще вложение. Другие дела. Да, то есть, типа, Зевс медийный, у него хорошо работает башка, да, то есть он знает, где есть какие, как бы, ниши, где можно заработать деньги, он видит эти возможности, он ими пользуется. Я считаю, что это он супер предприимчивый, и это большой плюс. Сейчас проведу аналогию. Вот если, к примеру, футбольный клуб может зарабатывать на продаже билетов, ТВ-прав, то на чем зарабатывает киберспортивный клуб? Вот это, собственно, ключевое отличие от большого традиционного спорта, что мы очень зависимы от спонсоров. В традиционном спорте
берем любой футбольный клуб там, среднего хорошего уровня, у них приблизительно распределение их доходов 30-30-30. 30% это спонсоры, 30% медиаправа и 30% это билеты, мерч и прочее. В случае с киберспортом 70-75% это спонсор. Все остальное, включая медиа, права, продажу мерчендайза, роялти, доходы от лиг, вот все охватно от силы дает 25%. Как вообще в те времена вам удавалось находить спонсоров? О, это было на грани фантастики, конечно. Я могу сказать, что, во-первых, тогда спонсорские пакеты были, мизерные. То есть мы тогда получали... Сколько примерно? От $2000 в месяц до 4. То есть сейчас у нас один спонсор самый плохой платит, как тогда все спонсоры вместе взятые за год. Да, то есть, это было смешно. Но единственный вариант, что нам помогло, что мы сразу ориентировались на международные рынки. Мы начали сразу вести Facebook, все предложения все на английском, куча контента на английском. То есть это помогло нам, скажем так, не то что вырваться, но построить layer, когда мы не зависели было от локальных денег. Локальность из денег для спонсоров поднять было нереально. Да, то есть это были вообще копейки. Это какие-то там $300 в месяц. И мы поняли, что с этими деньгами мы вообще здесь никуда не едем. И нужно сразу идти ориентироваться на международные рынки. Ну, то есть было такое, что локально на месте здесь, в Украине, то есть вообще ни одна компания не понимала, что это за гейминг, киберспорт, о чем вы, ребят, говорите? Понимала только парочку команд, парочку компаний, да, которые мы и спонсировали, может быть, каким-то образом сотрудничали с парочку команд или организаторов, как Киберарена, да, например, Киберарена, когда был StarLadder, они же получали локальный спонсоршип, то есть иногда от Intel, например, да, то есть были какие-то компании. Но эти компании были на пальцах одной руки, да, их можно пересчитать. Во-вторых, суммы это были смешные по сравнению с тем, что тебе нужно, чтобы выйти на международный уровень. Насколько вообще вырос рынок киберспорта за последние 5 лет? Вопрос очень сложный, да, аналитики как таковой, пару компаний, Ньюзу, Нильсон, цифры, по моему мнению, завышены, немного все пузырится. Ну да. Да, это, в общем-то, такая общая тенденция, пошла, наверное, начало это все развиваться за океаном, когда они там и трансферы надували, и оценки компаний, и, в принципе, у них инвестиционные эти вливания, которые позволяют там строить какие-то инфраструктурные объекты и так далее, которые вряд ли отбиваются доходами. По крайней мере, я вижу, может, не знаю, 2-3 клуба в мире, которые реально profitable или хотя бы выходят в ноль. Поэтому, с точки зрения роста, во сколько раз не могу сказать, но очень сильно появляются non-endemic спонсоры, появляются автопроизводители, появляются FMCG, шоколадки, йогурты, таблетки, кагацелы, чего только не найдешь сейчас на трансляциях киберспортивных турниров. Соответственно, это, конечно же, даст определенный выхлоп индустрии в целом, потому что выход таких больших игроков, они говорят о том, что там не глупые люди сидят, там есть аналитики, и аналитические отделы, которые анализируют и диджитал, направления киберспорта, клики, переходы, конверсии и прочее. Если они готовы вливать в это такие деньги большие, то, наверное, в этом есть смысл. Медиа выросло. Да, огромный рост медиа, куча селебов из традиционных каких-то индустрий, которые, как оказалось, либо в дотку катают, либо в КСик, либо смотрят, либо фанаты. Последнее нас удивил Малкин, да, который в интервью какому-то там НХЛ каналу заводит свой кабинет, а там кресло Нави. Мы все, вау. Немножко поигрываю сейчас, купил аппаратуру, компьютер, а это Нави, команда по Counter-Strike, которая одна из лидирующих. И там пару ребят я знаю, общаемся. Даже для нас иногда удивительно, насколько это уже мейнстрим. И учитывая, каким андерграундом это было еще в 2010, 2011, 2012 даже годах. Я тебе говорю. Лучший, блядь! Болеть за Нави я начал тогда, когда и произошло у меня знакомство с киберспортом в целом. С детства я играл в Counter-Strike и даже не мог представить, что игра наберет такие большие обороты.
Когда я выложил фоточку в этом худосе, я познакомился с Зевсом. А потом странным образом я поиграл в доту и познакомился с генералом. Ну и все как-то закрутилось, завертелось. Я начал следить за турнирами, и тогда я и понял, почему Simple является игроком номер 1 в мире. В общем, болеем за Нави. Я настолько погрузился в эту атмосферу, что хотел даже своих собак назвать Зевс и Simple. Но потом подумал, что ребята могут обидеться. Болеем за Нави. Ну, на самом деле, с последнего увлечения это там Counter-Strike, я так плотно подсел, я уже говорил, да, что смотрю всякие демки, но... Часто футбики играют в контрол. Я смотрю, Неймар постоянно выкладывает сторис контрол. Я на самом деле долго не играл, я играл в 1.6, потом, когда все перешли вот на Source и впоследствии на Global, мне не понравилось, в общем, я взбунтовался, сказал, что старая школа только за 1.6. Хочу сказать, что я болею за Нави в CSGO. Слежу за ними, смотрю почти все турниры, общаюсь с двумя из их команды, и с Симплом, и с Егором Флейми, со вторым даже играл лично. И я точно знаю, сколько они этим занимаются, сколько они посвящают времени этому в день. И мне кажется, футбол играть попроще. Конечно, там надо бегать, не сидеть на месте, но, блин, они проводят минимум по 8 часов, тренируются, там, отрабатывают стратегии и так далее, смотрят демки. Это очень тяжело, на самом деле, сидеть на одном месте, пялиться в экран. То есть парни большие молодцы. А тоже Simple делает хайлайты, за это его, там, как бы все кайфуют, он топ-1, и все смотрят. То есть, ну, я не знаю, это как там в футболе, например, я не знаю, там какие-то финты, которые делают, ну, там, условный Неймар. Знаю, что у них произошла замена, сейчас за них играет теперь Бумыч. Вот, еще один парень, наш соотечественник. Поэтому знаю, что они сейчас усердно тренируются и на пути к успеху. Вот, сам пристально слежу, играю тоже в КС, мне очень нравится. Не могу сказать, что все свое свободное время, но достаточно много провожу за игрой в КС. Вот, желаю вам, парни, больших успехов, удачи, там, побольше клатчей. Парни, верю в вас и давайте затаскивайте. По твоим примерным оценкам, сколько сейчас стоит Нави? Ну, думаю, $20 миллионов приблизительно. Объясню, из чего исхожу. В мире сейчас, опять же, по моим данным, киберспортивные организации оцениваются по обороту и применяется определенный мультипликатор. Мультипликатор этот зависит уже от твоего региона и твоей аудитории. То есть, грубо говоря, самыми дорогими брендами почему являются там Liquid, Cloud9, там Immortals, может быть, да, хотя там Immortals с точки зрения результатов не супер топовый бренд, с точки зрения медийки тоже не самый сильный, но оборачивают, ну, давай возьмем условную цифру, $5 миллионов, и так как ты в США, то мультипликатор, который применяется, он будет 10-15. Если ты в СНГ, этот мультипликатор в лучшем случае будет 3-4. В лучшем случае, подчеркну. Медведь бежит на базу, бит трон. Медведь бьет Идут трон, телепорты. сюда летит. Смотрим. Сквозь Дамбар. бэкдор. Сквозь бэкдор. Он пробивает. Здесь прыгает Шейкер. Нужно время. Куман. Нужно время. Нужно сейвить Винстрайк. Они не успеют. Трон падает. Есть физура, есть Талли. Трон падает. Альянс выигрывает эту игру. Мы находимся в легендарном месте, это суперсекретное место, доступа в которое нет ни у кого фактически. Это легендарная курилка киберарены, куда попадают только эксклюзивные люди, которые приглашены по личному приглашению от руководства киберарены, и все. Как бы здесь происходили невероятные вещи. То есть, чтобы вы понимали, это место, куда выходят пообщаться, покурить команды после каждой карты всех турниров в истории киберарены, всех первых старладеров и так далее. Это место, где совершались решафлы, место, где были драки, место, где были все вот эти вот решения приняты, в частности, о том, что компанию StarLadder нужно назвать компанией StarLadder. В общем, действительно историческое для киберспорта киевского и украинского места. Курилка
киберарены. И шашлычки здесь жарили, я знаю. Ой, тут жарились шашлычки, да. Мы тут праздновали день рождения ТАФы, мое день рождения здесь праздновали. Праздновали здесь день рождения киберарены, день рождения Старладера. То есть тут вот такое, знаешь, место, где проходило очень много вещей. Оно такое, я не знаю, у него есть своя особая романтика. Выглядит оно великолепно. Оно за последних 8 лет вообще не поменялось. То есть вот то, что у нас за спиной, как бы, да. Вы понимаете, что вот это уже не киберарена. Но вот это все не поменялось. И поэтому сюда каждый раз возвращаться, знаешь, такая ностальжия. Итак, банан хвоста. Стартовая цена 200 гривен. Друзья, мы сейчас находимся на киберарене киевской. Если вы уже видели кадры как раз-таки с Минора, который здесь проходил, то сегодня сцену и все вот это вот оформление разбирают, но мы все равно зашли, как к себе домой сели. Да, расскажи, что здесь происходило? Это же просто реально дом киберспорта. Да, здесь киберарена, как бы ребята приехали из Донецка, они строили, а здесь, я еще заезжал сюда на своей машине, когда здесь было все разрушено самосвалами, ничего здесь не было. Мы снимали блог, он до сих пор есть. Ребята решили построить реально центр киберспорта в Киеве, у них, собственно, это вышло. Тут проходило как бы колоссальное количество ивентов, крутых команд, каких хочешь, Dota, Counter-Strike, StarCraft, Hearthstone. И просто был, не знаю, это был центр киберспорта СНГ. Зера, скажи пес. Пес. Саш, тебя, Снега и Смелого часто называют отцами-основателями СНГ киберспорта. А как ваши пути разошлись с течением времени? Антон, Дима, ребята очень тоже серьезно взялись, да, потому что мы, собственно, играли, я играл, когда они играли, еще в начале 2000-х Counter-Strike, и объективно, используя свои ресурсы, да, возможно, как бы там, скажем так, уже Москва — это большой город, где объективно там и спонсоршип легче найти, и деньги, и все остальное, начался РЭМ второй, как бы, киберспорт именно в СНГ, начиная с Москвы, и он был довольно-таки успешным. Мы можем сказать, что Антон смог построить Virtus.pro, Дима по определенным показателям, до тот момент, да, эта команда была выше, чем Virtus.pro M5, чуть ниже, чем Na'Vi, да, там по какому-то уровню. Тоже был там СНГшный топ. То есть я думаю, что задача там минимум, максимум, как бы каждый из них выполнил на 100%, как мне кажется. А как вы, Na'Vi, стали частью eSforce? С Антоном мы понимали, что у нас две конкурирующие команды, да, но команды как бизнес вообще никогда не теряют. Мы постоянно теряли. Была идея, как бы родилась, давай что попробуем как сделать это вместе, да, и каким-то образом вместе что-то развернуть, что может быть масштабируемо. Мы начали там, начали мозговать на тему, что могло бы быть, такого скилла, в котором как бы были бы там реально там десятки миллионов долларов ревени и как бы была бы какая-то прибыль. Мы поняли, что скорее всего там в ближайшие 4-5 лет все деньги в киберспорте пойдут за счет продажи медиаправ и спонсоршипа. То есть это будет там 80% дохода, грубо говоря. И мы поняли, что нужно строить какой-то content factory. Начали с небольшого такого типа захода. В первую очередь мы сделали Dreams Media, который делал небольшие ивенты по Counter-Strike, Dota. На базе этого оператора был потом построен эпицентр. Да. Построили небольшую студию, да, Storm Studio. Да. В Киеве мы уже начали быть кэшфлоу, даже не кэшфлоу, мы начали быть EBITDA позитив, мы уже были в прибыли на 8-9 месяц трансляции. То есть уже было все очень хорошо. Поняли, что нужно масштабироваться в студии, таким образом появился как бы Рухаб. Антон открыл магазин для мерчендайза, Fragstore, который реально был такой как бы довесок к нашему ритейл, довесок к нашим командам, что очень, в принципе, хорошо пошло. Поняли, что эта модель масштабируется, подняли деньги, и таким образом появился eSforce. Вы объединились. Да. Смотри, на рынке ходит мнение, что ваше сотрудничество Na'Vi и eSforce выходило далеко за рамки медиаправ. Как на самом деле было? Основная причина, которая мне нужно было отдать, да, каким-то образом там долю, медиаправа или что угодно, это то, чтобы не было конфликта интересов. То есть если бы я оставался в Na'Vi полноправно, да, как бы таким образом была возможность у меня больше влиять на Na'Vi, тащить все деньги туда, да, как бы и вытащить меньше в eSforce, так я там тоже был акционером. Чтобы это решить, мы сделали договор, который потенциально это покупка медиаправ, когда eSforce нас полностью обеспечивает, с каким-то определенным выкупом опционом на определенном каком-то этапе, да, который они могли, собственно, реализовать. То есть это была абсолютно как бы такая, понятная для нас прямая схема, которая могла потом в итоге вести к acquisition. Она не привела, все осталось на своих местах. Ну а как происходило отделение, выход Na'Vi из eSforce, и как на это могла или повлияла политика наших стран тогда? Нет, это было больше, потому что тяжело было управлять. То есть, когда мы говорили про сделки с Mail.ru, Mail — это концентрированная компания, которая находится в Москве, да, то есть, типа, в основном, да.
В Рунете плюс как бы то, что ВК email оказался по санкциями, конечно, да, то есть типа какой-то актив здесь могу моментально ко мне привлечь внимание ненужное и к мейлу и так далее, то есть типа был смысл, что нужно все, чтобы все разошлись и всем всех все устраивало. Собственно, так и получилось. Да выходи! Все, блядь, сейчас клуба стянется. Собрались? Вот 13 я красный. Хорош! Еще по 13! Я красный. И на нуле! Сзади ты же успел вниз! Судьи отодвигали. Отодвиньте людей! Я не могу, блин, мне мало места! Уберите этого, посмотрим еще. Да что же убери, дай посмотреть, пацан, ты что там, блин? Сейчас я тебя уберу. Вот так, то есть это было жесткие рубочи. Мы когда там играли там ночью, там было в Counter-Strike, там было 1 МД, можно было распрыгиваться. Там ускоряться нереально, да, и скорость. И там подошел просто пацан, так, кто там прыгал? Ты вот прыгал? Так я тебе сейчас ноги поломаю, чтобы ты не прыгал. И потом и вот такое было постоянно. Мы пожинаем плоды от зарождения этого киберспорта в начале 2000-х, и того, что он у нас был массовый, и того, что у нас зародилась физическая комьюнити. Мы все друг друга знали, мы друг к другу ездили на турниры. Там, условно, ребята из Одессы, не имея денег, приезжали на турнир в Киев, жили там у моих родителей на даче, потому что негде было. И, в общем-то, вот это все так закрутилось, завертелось и превратилось в то, что мы сейчас видим. Смотри, такой налет, победитель первого инта. Это очень такое громкое звание. А часто оно тебе приносит такую теплую ностальгию. Часто ты себе об этом напоминаешь, что я победитель первого инта. Приятно это ощущение постоянно, вот сквозь годы? Никогда не напоминаю. Вот. В прошлом стараюсь не жить. Конечно, есть какая-то ностальгия, когда-то трудные моменты либо в игровой карьере были, либо там просто в жизни ты такой вспоминаешь, что ну я же это сделал. Ну как там возможно себя подбадривать. Но в целом стараюсь не вспоминать об этом. Тем более мнение окружающих, что это тогда люди не играли в доту, люди играли мамонты, и мы с мамонтами соревновались. Вот. А мамонты вымерли уже. То есть дота тогда была совсем другой. Если уже на втором, на третьем инте, то уже были полноценные герои и так далее, то первый это был такой тестовый режим. Ну, в тестовом мы хоть победили. Ну, это большой опыт был за Na'Vi играть. Игроки были очень скилловые. И у меня были возможности, чтобы как поиграть с моей идеей. Ну, там первый, второй, третий интернешнл. У нас все очень хорошо вышло. И игроки они все очень хорошо понимали, что я хотел делать. Но у нас общий, взгляд был. Before I joined them, I knew them from the Dota All-Stars, so we were just on friendly terms, just normal. And when I joined them, things became more serious. It became about the competition. Overall, I think now, in hindsight, I think it was a really good time. I believe most of us feel the same way. It was nice. It was different too, and so it's a special place in my heart for my career always. Первый месяц после Na'Vi. Как это было? Я почувствовал такую некую свободу в душе. Вот, и спал с меня огромный груз ответственности, вот, и стресса в какой-то степени. Потому что на меня много было очень давления и ответственности, вот, и было очень тяжело с этим справляться, когда особенно ты не можешь предоставить ожидания людей, скажем так, оправдать. Вот. Тогда тяжело. Поэтому для меня это был такой релиз. Я себя стал чувствовать лучше, вот, отдыхал, продолжал, конечно, заниматься любимым делом, работать, так что все хорошо. Смотри, когда вот в целом глобально твоя карьера в Na'Vi завершилась, ты, по сути, пошел не играть, а тренировать. Почему? У меня было довольно много предложений, там и от очень сильных команд в тот момент, и, то есть я не могу их, наверное, разглашать, будет неприкольно, но почти все ребята знают, что меня звали в самые, наверное, топовые европейские коллективы. Я просто отдыхал, и, не знаю, мне предложили это сделать, и с малым я всегда хотел как-то поработать, поиграть. Я на самом деле, когда мы договорились с Дворянкиным про то, что я стану тренером, там, наверное, условия были немножко другие, в том плане, что я, возможно, буду в дальнейшем заниматься вторым составом, более молодым. Вот, то есть, что мы
если этот состав дальше будет самостоятельным, все у меня будет хорошо, они останутся своим составом, а мне дадут какие-то там финансы, я построю новый состав среди супер молодых игроков, просто потому что они пойдут под тег Virtus.pro. Я хотел создать именно вот что-то чисто свое из всех молодых. Вот. Это потом не получилось, потому что так закрутилось, все у нас хорошо полетело, и как бы мы друг другу были немножко нужны, и мы решили забить на эту идею, и все. А я шел конкретно вот под то, чтобы создать свою команду тогда в Virtus.pro. Как ты оцениваешь выступление состава по доте в последние годы? О, это тяжелый вопрос, на больное наступили. Я думаю, что это наверное, из философского какого-то там трактования можно перейти в практически. Да? Философская часть — это когда мы все-таки, когда Пупейку, Роки уходили, да, как это все происходило, как мы разделялись, почему было решение оставить там Дэнди и Саню, то есть это были такие, это момент уже философский, да, почему так вышло, уже нет смысла обсуждать, вышло как вышло, и мы имеем эту данность. Я думаю, что момент, который мы упустили, нужно было быстрее свитчиться на молодых игроков. То есть не то, что там полностью заменять, а просто подливать сразу молодых и стараться делать какие-то системные изменения. Но мы очень долго стояли на уровне, а уровень доты рос, а мы стояли, и получается мы падали. То же самое, что в Counter-Strike говорю, что нужно бежать. И разница стала колоссальной, и теперь, чтобы эту разницу нагнать, ее не получится нагнать ее за 6 месяцев. То есть мы реально своим составом экспериментируем 2 года, и сейчас мы только видим уже свет в конце туннеля, когда мы видим, что результаты могут идти вверх. Нави едут на International 2019 представлять наш регион. Вау! Вижу цель! Не вижу препятствий! Что сейчас входит в твои обязанности? Какой у тебя пул? От того, как человек приходит в команду. То есть я первый человек, с которым он общается. До того, как он даже пришел в команду. То есть я, по сути, ответственен за состав, начиная от его, с лайнапа. Все просеивание, собеседование всех игроков и так далее. Да? Потом, когда мы уже определились, кого мы берем, естественно, еще раз с ними разговариваем, все данные собираю, контракт готовлю, размеры, формы, все с него собираю. Все это раскидываю по нашим всем отделам, кому, куда, чего. То есть мерч, бухгалтерии, тревелы и прочее. Я не знаю, накормить яичнички пожарить, если вдруг чего-то захотелось, я не знаю, вызов врача, я не знаю, увезти куда-то, и абсолютно все. То есть, когда Игорь. мы, по сути, да, больше мама. Мама Игорь. Больше все-таки мама. Папа как-то по-другому воспринимается. У меня к этому дому немножечко другое отношение. То есть я ощущаю себя и его хозяином, да, условно. Не хозяин, мое, а хозяин в плане того, что здесь это надо сделать, здесь надо поправить и так далее. То есть если это не сделаю я, то это не сделает никто. И, естественно, эти вещи так или иначе влияют на качество какого-то буткемпа. Ты всю жизнь проводишь, можно сказать, с командой, да, на буткемпе, с составом. На твою собственную жизнь время остается? Нет. Но у меня ее нет. То есть остается, потому что у меня ее нет, скажем, как-то так. А как ты отдыхаешь от киберспорта? Да я не отдыхаю, я не то чтобы прям сильно напрягаюсь, чтобы уставать, но отдыхаю я тем, что хожу в походы. Горы, походы, трекинг под рюкзачком, палатка, выживание, все что угодно.
Мы с тобой, мне кажется, сейчас находимся в месте новой истории Нави, новой эры, как ты любишь говорить. Это точно. Расскажи об этом месте, как оно появилось вообще? Ну, у нас идея была давно открыть какое-то свое такое место, там, где нам было бы комфортно, уютненько пособираться, и самим своей компанией, чисто как бы в Нави, каких-то, не знаю, там, друзей нашего клуба, люди, которые как-то причастны к киберспорту и так далее, и тому подобное. Это было изначально культовое место в начале 2000-х. Это был клуб здесь, он до сих пор здесь есть. Он назывался раньше Samsung Cyber Zone. И мы тут все рубились. То есть тут связано с 2000 года по 2002. Даже третий, наверное, это вот часть моей жизни здесь непрерывно была каждый день привязана к этому месту. И мы решили, что было бы прикольно было рядом открыть какое-то заведение, связанное тоже с киберспортом. И Нави бар как бы так скажем, органично сюда зашел. О чем вы мечтали глобально, когда создавали Нави? Первые 3-4 года это была адская работа. Я считаю, что это было самое неблагодарное, то, что я делал в жизни, с точки зрения именно потраченных энергий, сил, седых волос, всего. То есть это было просто... Не было выходных, не было... Я все время был в состоянии какого-то стресса, да, потому что это период становления, он сам был тяжелый. Я не ожидал ничего. Единственное, то, что типа, это прокормить своих детей. Нам нужны деньги, чтобы мы могли выплачивать зарплату, могли платить могли ездить, могли оплачивать наши какие-то там участия где-то в турнирах с точки зрения там отелей и всего остального. И ребята могли побежать. Вот расскажи про примеры у тебя в жизни, когда люди на старте говорили тебе, ты занимаешься ерундой, чувак, а потом они осознали, насколько это стало масштабно, глобально и успешно. В 98 году я начал играть в компьютерные игры. И мы ходили, там у нас играли в StarCraft. После этого, типа, такого там периода я пришел играть в Counter-Strike. И начался уже так какой-то... Все говорили, чем ты занимаешься? Боже, у тебя ничего не получится. Ты там бросил универ ради этого. Я такой, да, бросил универ. И я начал играть в Counter-Strike. Я проиграл в Counter-Strike, посмотрел мир, поездил, позарабатывал каких-то денег. И как бы пошел... Там, в разработку компьютерных игр. Что разработка компьютерных игр? Ну, кто это, кому это надо эти компьютерные игры? 2010 год. Нави, у вас ничего не получится, ничего не выйдет, это невозможный вообще вариант, как бы, в котором, типа, нет перспектив. 12-й там. Все мои друзья там, что, к чему, куда. Вот реально с 2000 по 2013-2014 год, наверное, вот не было никаких практически, то есть тренд был более негативный, чем позитивный. Это в начале всего это была, конечно, моя семья и мама, там, которая меня щемила, не иди, что ты делаешь, чем ты занимаешься, друзья, одноклассники, потом одни, вторые, третьи, все это было для людей, ну, каким-то, не знаю, эфемерным, да. А потом, конечно, когда начал строиться Нави, когда появились уже там реальные деньги, люди начали просто офигевать. У меня 50% людей, которые говорили, что это фигня полная, сейчас, ну, так или иначе, за промежуток последних 9 лет просили меня помочь им сработать в киберспорте. Каким ты видишь киберспорт через 10 лет? Изменится инфраструктура кардинально, изменятся суммы контрактов тоже, потому что по просмотрам киберспорт, я думаю, ну точно второй после футбола будет, если уже не. Я думаю, много что не поменяется еще 10 лет. Но, может быть, 10 лет это уже достаточно времени. Но сейчас, когда все стараются что-то сделать от киберспорта, они очень сильно fail. Ну, ты можешь как использовать. Как по-русски fail? Ну, обсираются. Обсираются? Вот хорошее слово. Они реально обсираются. Я не уверен, что на самом деле сейчас киберспорт движется в супер правильном направлении. Меня оно немножко на самом деле смущает и пугает. Вот, большие дяди с большими деньгами врываются, баламутят все. Вот. Потом игровая индустрия, то есть игры создают настолько упрощенные, казуальные, настолько вот прям как будто, не знаю, такое чувство создается, что у нас поколение деградирует, и их за дураков держат, и им дают прям вот эти игры, ну вот прям в которых можно лицом по клаве долбить, и ты будешь там нормально играть, побеждать. Вот. И мне не нравится тенденция развития игр в этом направлении. То есть даже если обратить внимание на Доту, ну, слава богу, ее хоть не так сильно, но ее тоже казуалят уже, там, условно, лет 5, наверное. Мне эта тенденция не нравится. Мне, наоборот, вот как человеку, который любит игры и киберспорт, вот. То есть мне всегда нравилась сложность игр, то, что
нужно было уметь что-то делать и взаимодействовать при этом. Вот именно complicated games. Вот. И я поэтому не уверен, куда наш киберспорт движется, и что будет через 10 лет, мне абсолютно непонятно. Но однозначно то, что это будет 100% место, где люди смогут там зарабатывать, да, строить свои жизни. Уже, в принципе, это можно сделать. Но единицы, наверное, людей себе могут это позволить. А в будущем, скорее всего, будет больше всяких там рабочих мест условно, да, вот, и всего такого. И все будет становиться профессионально. Надо выходить на самый профессиональный уровень, как в спорте. На самом деле не надо никуда далеко ходить. Вот есть все уже построена система, которая там в футболе. Будут более серьезные контракты с игроками, будут серьезнее обязанности, будут больше зарплаты. Все будет выходить более на такой профессиональный уровень. Будет больше конкуренция, 100%. Скорее всего, первое, тренды, которые сейчас идут в спорте, наверное, они придут в киберспорт. То есть я считаю, что первое, то, что придет, это pay-per-view. Раз, это однозначно. То есть за контент нужно будет платить. Если ты хочешь смотреть, например, весь ESL или всю Нави, подпишись за там, $7 в месяц и смотри. Вторая, наверное, тема, то, что мы наконец-то начнем монетизировать своих фанатов. Да, то есть какие-то еще сервисы для них появятся, потому что проблема в чем? Практически никакая киберспортивная команда не зарабатывает деньги, или турнирные операторы, все теряют. Поэтому, скорее всего, единственный вариант, который есть, нужно монетизировать фанатов напрямую. Да, это какие-то подписки, это какие-то контент, платные сервисы, что-то связанное с pay-per-view и так далее и тому подобное. То есть это второй тренд. Третий. Я думаю, что VR и AR. Они надевают VR и AR, да, но они будут соревноваться на стадионе. То есть мы будем приходить на футбольный стадион, мы будем без очков, или можем даже, самый легкий вариант, мы в очках, и мы видим, как все у них. Скорее всего, что будет голограмма подниматься, и они будут бегать вокруг каких-то коробок, а это будут реальные башни. Мы будем видеть с фаерболами всякими кидаться. То есть будет совмещение более физических и умственных способностей. I think in 10 years esports will just become bigger. Everybody, more people will understand what it's about, and it's just gonna grow, and hopefully it's gonna stay good and kind of pure. So that's what I hope. Сидим буквально на легендарных ступеньках возле украинского дома, да, называется. Они пропитаны потом и кровью киберспорта. Это украинский дом, в котором проходили самые основные соревнования в World Cyber Games, все квалификации, начиная с 2001 года. Очень много здесь турниров, в которых я принимал участие. Да, я один, собственно, первый выиграл здесь в 2001 и 2004 году, когда я представлял Украину на ВЦГ в Корее и в Америке, в Сан-Франциско. И здесь, конечно, да, с этим местом связано много исторических событий, да, вообще на протяжении большого периода времени. И, наверное, это было такая, наверное, в начале 2000-х это культовое место. Мы сейчас так хорошо с тобой сидим на фоне украинского флага, и у меня соответствующие вопросы. В какой момент ты понял, что ты и твой клуб интересны властям, и они хотят с вами дружить? Наверное, власти, вы знаете, власти всегда в нашей стране хотят паразитировать на чем-то успехе, да, таким образом, чтобы власти было хорошо, а они пристраиваются под какую-то тему, и вот мы это двигаем. У нас такое уже было не раз, мы поняли, что все попытки были тщетны, потому что власть абсолютно никак не заинтересована в развитии, и, наверное, как у вас стоит, так и у нас, самое главное, чтобы власть не мешала ничего делать, да, то есть самое основное, чтобы она просто не лезла, а люди сделают все сами. Мне многие рассказывали, как вы ходили к Азарову на прием. Вот как ты отнесся к приглашению тогда? Бимба! То есть, реально было круто, просто к премьер-министру прийти, конечно, круто, но то есть все обещания, все, что говорилось, ничего не было сделано. То есть, мы поражали, конечно, мы все отлично сфоткались, всем понятно, но это никак абсолютно не помогло ни нашей стране, ни нашим людям, ни детям, которые увлекаются киберспортом, каким-то образом стать ближе. Да, то есть, мне не важно, что чиновник говорит, мне важно, что чиновник делает. И, увы, у чиновника слова и дела обычно очень сильно расходятся. Если там в Дании премьер-министр приходит смотреть игры, и он меня даже спрашивал, премьер-министр, когда мы встретились, 8 игроков позвали, он спросил сначала про взаимоотношения между Украиной и Россией. Я говорю, там у них свое. А потом спросил, а когда ваш премьер-министр, а премьер-министр Дании, он есть королева Дании, а дальше идет премьер-министр, как президент, можно сказать. Он говорит, когда ваш президент или премьер-министр, не помню, что он сказал, приедет посмотреть.
Я даже не знал, что ему ответить. Мне кажется, я ему сказал никогда. Я, насколько знаю, ты финансово помогал Майдану, Порошенко, поддерживал его тогда. Ну, то есть на Майдане я участвовал, да, в 2001 году, собственно, в 2004 году, когда здесь у нас были мирные протесты, когда был Ющенко, Янукович и Кучма. Так участвовал в 2013 году абсолютно, то есть я считаю, что власть пыталась узурпировать, как бы, определенные, она пыталась захватить власть, ну, как бы не то, что власть, а сделать авторитарный режим правления, то, что, как бы, в Украине, собственно, вообще не проходит. Мы защищали свою свободу, мы пытались защитить свою демократию, то есть это был вопрос именно не какой-то там внутреннего конфликта, это был вопрос, типа, авторитарный режим правления, или вы, ребятки, все-таки, как бы, ну, и вы все-таки делаете все, что мы говорим. Да, или мы сможем отстоять каким-то образом свои конституционные права и как бы требовать то, чего мы хотим. Майдан начался с простой вещи, что просто разогнали студентов. Были студенты, которые вышли на мирный протест, их защемил ОМОН, ну, то есть, типа, Беркут наш, да. Вышло еще больше студентов, их опять защемил ОМОН. И так это просто все сила, третий закон Ньютона, сила действия равна силе противодействия. И так все это началось. Насколько вообще для тебя важна политика? Я переживаю за будущее своей страны, конечно, важна. Я считаю, что это, как бы, ну, важный формообразующий элемент любого, ну, благосостоятельного государства, да, когда ты пытаешься каким-то образом участвовать в политической жизни. У меня много, сейчас сменилась власть, у меня там много друзей, кто идет в политику, там они будут в депутатах и баллотироваться, и точно пройдут, и как бы зовут, но я пока не готов, это пока не для меня. Ну, то есть то, что Зеленский президент, Кличко мэр, Вакарчук пошел в Раду, у тебя лично никаких идей по поводу какой-то политической собственной программы не возникало? Нет, просто бизнес и политика несовместимые вещи. Нужно сначала закончить с бизнесом и пойти помогать своей стране. Я уверен, что это будет мой путь, но нужно время, чтобы к этому прийти. Да, я не то, что могу сказать, я вижу себя там, я знаю, где я могу быть полезен, в каких отраслях, где я могу быть, скажем, сделать, ну, вложить в эту страну там свои знания, умения и силы и построить здесь, например, в киберспорте такую же Южную Корею. Если бы государство об этом помогало, мы могли бы это сделать. Дело только в бюджетировании киберспортивных отраслей вообще в Украине или еще какие-то нужны реформы, законы, как-то, чтобы лоббировать интересы киберспорта? Я считаю, что это стимулирование. То есть бюджетирование — это первое, то есть нужно приравнять к спорту, выдать разряды. Это самый первый шаг. Потом начинается возможное стимулирование через там программы школьные, университетские, гранты и все остальное. Это можно выбивать не только на локальном уровне, но и на международном. Построить здесь какой-то киберспортивный факультет, международный, без проблем. Ну, то есть, типа, я не говорю, что для этого нужно государство. Например, в государственном университете это практически невозможно сделать, да, потому что есть четкая, как бы, программа, по которой нужно идти. Открытие там киберспортивных академий, все, и дотации не то, что со стороны государства, а помощь. Да, например, если были бы какие-то площадки, вот государственная площадка, она простаивает, ничего не нужно. Аренда стоила бы копейки, тогда можно было бы это делать. И так далее и тому подобное. То есть, все равно какой-то стимул, с одной стороны финансовый, с другой стратегический со стороны государства. И тут можно было бы построить, мне кажется, что вообще космический просто уровень. Ты согласен, что чем больше денег становится в киберспорте, чем больше такие глобальные игроки заходят на рынок, тем больше это становится интересно политикам? Наверное, да. Чем больше любой рынок такого объема будет, и политические партии во всем мире теряют свое влияние. На смену там консерваторам, демократам, республиканцам, кому угодно приходят популисты. Я считаю, что это тренд, который ведет к тому, что, скорее всего, в мире есть запрос на новое, да? И если у политиков, как бы, старое ассоциируется, не знаю, там, с телеком, печаткой, все то, что есть пройдено, то киберспорт — это реально новое. И запрос на эту аудиторию, которая следует киберспорту, запрос на скажем, на мозги, которые, как бы, реально прикованы к экранам. А я могу сказать, что реально в киберспорте люди, как бы, очень неординарные и очень много, как бы, интересных личностей, и очень башковитых. То я уверен, что этот будет тренд только расти. И вопрос, какую позицию занимает там правительство или политики. Если политики, как бы, как в наших странах, пытаются просто на этом выехать, да, и сказать, о, как круто примазаться, это одно. Но когда они пытаются датировать и каким-то образом строить, например, как в Корее, как в Китае даже, да? В Китае, да. Они пытаются это рампить. И это такой, вау, тренд, там прям все пыхтит. Вот это круто. И я считаю, что нужно ни в коем случае не вестись на первый вариант, а стараться все время прогибать свое государство под вариант номер 2, когда у тебя есть возможности влиять на процессы, и путем становления вот этого сильного, сплоченного комьюнити, которое следует своей мечте, можно менять страну. Politics, they're ruining it for the normal people who are trying to live good life and be good. I mean, in Dota life, Russian, Ukrainian, European, Chinese, that doesn't matter. We're all just here. But you know, politics makes it just awful. I just love
gaming, and esports just opened the whole world to me, meet a lot of different kinds of people and cultures, play games, and just changed my whole life in a good way. The best thing is probably just meeting all the different kinds of people and really just learning from them. Если бы тебе пришлось объяснять человеку совершенно не знающему, что такое Нави, вот коротко, как бы ты объяснил, что такое Нави? Это сборная по футболу Советского Союза. Тогда они выигрывали, сейчас не получается, но болельщики остаются навсегда. Все знают, что такое Нави. Люди, которые «Аватар» снимают, знают, что такое Нави, потому что у них там тоже в фильме есть Нави. В общем, это уже именно нарицательно, и это очень классно. Я очень рад, что они растут и, надеюсь, будут расти дальше. Нави — это вижу цель, не вижу препятствий. Команда с моего двора, как бы, блин, это наша командочка. Нави — это все. Нави — это для меня как вторая семья, не знаю. Здесь все друзья мои уже. Нави — это рейд-босс. Нави — это жизнь. Нави — это жизнь. Simple as it is. Нави — это настоящая семья. Это как сказка, потому что никто и предположить не мог, что когда-нибудь в Украине создадут организацию, которая будет на мировом уровне конкурировать с лучшими. Navi is my start of my Dota 2 career and always in my heart. Нави — это Натус Винцеры. В переводе «рожденные побеждать». Все.